Animal Rescue. Эта потрясающая своей жестокостью история случилась в Омске и поразила даже видавших виды волонтеров. Как-то горожане увидели около теплотрассы неподвижный комочек шерсти. Подошли поближе. Среди мусорных отбросов лежала собачка. По некоторым признакам было видно, что кое-кто из людей пытался о бездомной позаботиться. Песик лежал на тонкой подстилке, а рядом валялись кусочки от сосиски. Как выяснилось позже, порода у собаки была такая – голая китайская хохлатая. Шерстка на ней отсутствовала. Животное свернулось в калачик, пыталось согреться. Но этого никак не получалось. Кроме того, местные жители заметили, что у собаки парализованы задние лапки. Волонтеры из приюта Джульбарс и его друзья взяли над ней опеку. Осмотрев собаку, они пришли к выводу, что причина неподвижности лап в переломе позвоночника. Сама эта травма была уже старой, но так как ткани срослись неправильно, то и задние конечности пса навсегда потеряли свою подвижность. История маленького несчастного песика, которому дали кличку Тоша, получила в соцсети большой резонанс. Неравнодушные люди присылали деньги на лечение. И волонтеры устроили собаку в клинику. Лечение Тоши было длительным и дорогостоящим. Вскоре стала ясна и та история, которая произошла с Тошей. Одна девушка узнала собачку и позвонила в приют. Сказала, что собака прежде жила в доме у супругов, которые сильно увлекались алкоголем. Скорее всего, мужчина, будучи нетрезвым, сильно ударил маленького песика, что и вызвало у животного инвалидность. Еще звонившая сообщила, что жена этого пьяницы одно время жалела ненужного им питомца, потом старалась отдать его соседке, а затем просто выбросила. Благодаря усилиям волонтеров и медиков, Тоша постепенно поправился, стал более сильным. Видимо, он и сам не хотел умирать. Был добрым, послушным, умным и любопытным. Ветеринары рекомендовали волонтерам приобрести Тоше особую колясочку, которая даст ему возможность передвигаться, не задействуя задние лапы. Благодаря волонтерам и финансам неравнодушных людей у Тоши появился свой транспорт. Пес освоил эту конструкцию и катается на ней. И, наконец, самое важное. Для Тоши нашли новых владельцев. Теперь он живет в Санкт-Петербурге, и он счастлив. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!